Всем привет, я Дукат. Уже 2 недели прошло с прошлого видео, а это означает, что вы смотрите новый выпуск обзора отечественных инди-игр в разработке. Приготовьте чай и печеньки, устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра, поехали! Открывает сегодняшний выпуск проект под названием Island Maze, разработанный товарищем Indigma на Unity. Это пространственная головоломка, в которой нам нужно будет провести куб к выходу с уровня. Уровень этот просто напичкан разными испытаниями. Хоть они и строятся на комбинации 3-4 механик, игра способна научить думать игрока на 3 шага вперед. Ведь каждая ошибка может стоить заветных 3 звезд за прохождение уровня. И мало того, что игра раз за разом заставляет усомниться в своих собственных умственных способностях, так еще и управление преподносит свои сюрпризы. Медленный оклик персонажа на команды игрока и сводящая с ума при повороте экрана мышка могут стать причиной одного, а то и нескольких нервных срывов. При нажатии на определенную кнопку куб всегда перемещается в одну и ту же сторону. При этом мышью можно свободно вращать камеру вокруг куба. А так как это собственно куб, у него нет лица и мы не знаем, куда он начинает перемещаться, если нажать вперед. Такие дела. У нашего куба на каждой грани есть углубление, в которое он может проглотить цветной камень или свойство прилипать к определенным тайлам. Камни нужны для того, чтобы проходить мимо каменных замков соответствующего цвета, а прилипающие штуки, чтобы карабкаться по стенам. Чуть позже появляются другие кубы, с которыми придется взаимодействовать. В общем, автор вложил довольно много труда в свое поделие. В целом, Island Maze выглядит как потерявшийся ребенок, который перепутал платформы и вместо Google Play случайно вышел в Steam. Хотя, думаю, и на ПК тоже хватает любителей подобных кубических приключений. Следующий проект называется Maze of Adventures и разрабатывается командой OCP на Unity. Это еще одна пространственная головоломка про перемещающиеся только по прямой фигурки. Игра расскажет нам о приключениях отважного археолога Джона. Он, как водится, молод, горяч и остер на словцо. И это совершенно диссонирует с тем, как он объясняет игроку, аки малому ребенку, как играть в его игру. Персонаж может ходить только по направлению от одной стены до другой, по пути собирая драгоценности, ключи, порталы, горячие стены и прочую дребедень. Все по классике жанра. С какого-то момента в нашей жизни появляется второй персонаж, профессор фон хрен пойми чего. Он как бы наш противник, но для того, чтобы выбраться из одной из гробниц живыми, наши расхитители вынуждены объединиться. Это подразумевает, что игрок будет управлять ими обоими по очереди на уровне, что открывает новые грани в заезженной ранее механике. А далее нам и вовсе встречается наглая конкурентка, представляющаяся из себя смесь Сашки Грей и Лары Крофт. Графон в игре такой себе, очень грязно и волосатый, если вы понимаете, о чем я. Об этом кто только не говорил авторам, но им, как видите, поделать нечего. Ну и ладно, это их проблема. В целом, это достаточно интересный проект с юмором, интересным сюжетом и плохим графоном, который способен увлечь игрока на пару-тройку часов. Следующий проект носит имя Elementium и разрабатывался командой Ignite Studio на Unreal Engine 4. Это головоломка, в которой вам предстоит двигать и вертеть кубы и другие предметы, увеличивая и уменьшая их с помощью перспективы. Сразу хочется отметить, что каждый начинающий разработчик на Unreal Engine 4 считает своим долгом выкрутить все возможные постэффекты на максимум, потому что типа дорого-богато и игра выглядит круто, но это не так. Все эти блики, отражающие поверхности и искривление пространства вместе с motion блюром начинают утомлять буквально тут же. Суть игры сводится к тому, что нам нужно куда-нибудь переместиться. И используем мы для этого кубы и прочие геометрические фигуры. Взяв предмет, он начинает изменять свой размер в зависимости от того, как его видит игрок по отношению к окружающей действительности. То есть, если вы взяли кубик и начали идти назад, он не стал перемещаться в пространстве вместе с вами, а начал увеличиваться в размерах, чтобы соответствовать вашему субъективному на него взгляду. В общем, это, можно сказать, небольшой даунгрейд идей игры Perspective, где нужно было вести человечка по трехмерному лабиринту. Ну и стоит ли говорить, что либо игра очень долго раскочегаривается, либо в ней реально какие-то туповатые головоломки. Я дошел до 8 уровня и понял, что мне просто становится скучно выполнять уже в 8-й раз одни и те же действия. В общем, если убрать эти дешманские спецэффекты, разобраться с проблемами, возникающими с бесконтрольным ростом кубов, и повысить градус сложности задания, будет вполне себе играбельная залипалка.
Завершает сегодняшний выпуск проект под названием Space Chase, разработанный командой SMN Games на Unity. И это не головоломка, а очередной раннер для андроида. Капитан нашего корабля, потерпев фиаско в схватке с космопиратами, гробит свое оружие и без возможности вести бой пытается скрыться в астероидном поясе. По всей видимости, слабоумием и отвагой страдает не только наш подопечный, но и пираты, которые его в этом поле продолжают преследовать. В общем, нужно лететь вперед, уворачиваясь от астероидов, подбирать топливо, здоровье, броню и ускорялки. Конца и края этому уровню нет. Летим бесконечно, набирая очки, за которые потом можем прокачать корабль. Также его можно безболезненно перекрасить. Управление осуществляется путем взаимодействия с экранным джойстиком, либо с гироскопом вашего устройства. В принципе, управление даже поругать не за что. В общем, игре есть куда расти, и если вы поиграете в нее немного, а потом накидаете автору в отзывы об игре советов по улучшению, на этой планете станет на одного счастливого разработчика больше. А данный выпуск вышел при поддержке анонимного мецената и наших дорогих товарищей на Патреоне. Огромное спасибо за поддержку, ведь если бы не вы, остальным было бы нечего смотреть. Если вы также желаете поддержать обзор финансового, в описании есть вся необходимая информация. Нужное количество лайков мы с вами так и не смогли набрать, поэтому попробуем повторить. Если это видео наберет 500 лайков, я выпущу новый выпуск в разработке тотчас же. А иначе придется ждать 2, а то и 3 недели. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Увидимся прямо сейчас, если вы ткнете на другое видео в разработке. Играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий, всем пока-пока.